Совсем недавно китайская автокомпания Geely представила купеобразный кроссовер Geely Xingyu, который успел поступить в продажу на китайском рынке и полюбился молодым автолюбителям благодаря стильному внешнему виду и скромной цене. Этот автомобиль с легкостью может стать прекрасной альтернативой дорогим купеобразным немецким кроссоверам, таким как Mercedes-Benz GLK Coupe и BMW X4. Новейший кроссовер пополнил модельную линейку китайского бренда и позиционируется как автомобиль для молодых и активных людей, которые ценят удовольствие от вождения и богатое оснащение. Автомобиль получил стремительный и выразительный кузов, а также футуристичный интерьер, который попросту не может не привлекать к себе внимание. Ну а теперь обо всем по порядку. Автомобиль способен привлекать к себе внимание за счет купеобразного профиля, широких и мускулистых колесных арок, подтянутой кормы с 4 патрубками выхлопной системы, массивным передним бампером с объемным воздухозаборником. При этом в остальном китайский кросс-купе выглядит оригинально и, честно признаемся, претендует на роль самого красивого автомобиля из Поднебесной. Передняя часть кузова Geely Xingyu демонстрирует современный фирменный стиль китайской марки с компактными светодиодными фарами головного света и аккуратной фальш-радиаторной решеткой, дополняемыми капотом с характерным рельефом и массивным бампером с ярко выраженными воздухозаборниками и светодиодными противотуманками. Сбоку кузов кросс-купе демонстративно выставляет на показ компактный капот. Двери, украшенные ребрами и выштамповками, спортивные зеркала на мощных ножках-опорах, идеальный купол крыши, стекающий на классно прорисованную корму. Задняя часть кузова щеголяет оригинальной дверью багажного отделения, дополненной уступом спойлера. Стильными светодиодными габаритными фонарями, подчеркнутыми снизу хромированным декором в виде крыла, аккуратным бампером и диффузором с парой сдвоенных насадок выхлопных труб. Выверенная эргономика, огромный набор самого современного оборудования, спортивные кресла для водителя и переднего пассажира с характерными валиками боковой поддержки бедер и спины, гостеприимный второй ряд и довольно вместительный по меркам класс багажника. В списке оборудования, предлагаемого для китайского кросс-купе, Full LED фары головного света, светодиодные габаритные фонари, система бесключевого доступа с кнопкой старт-стоп двигателя, огромная стеклянная панорамная крыша размером 700 на 850 мм с люком, спортивное мультифункциональное рулевое колесо с подрезанным снизу ободом, 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и проекционный дисплей, аудиосистема премиум-класса Bose, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кресло водителя и переднего пассажира с электрическим приводом регулировок, подогрев и вентиляцией передних и задних сидений. Система кругового обзора, ассистент парковки, система предотвращения столкновений с автоматической системой экстренного торможения. Система мониторинга слепых зон зеркал заднего вида, система, удерживающая авто в полосе движения, электропривод двери багажного отделения. Паркетник будет доступен в 3 версиях, одной бензиновой и 2 гибридных. В первом случае автомобиль получит 2.0-литровый турбомотор Volvo T5 мощностью 238 лошадиных сил и 8-ступенчатую АКП Aisin с полным приводом. Разгон от 0 до сотни займет 6,8 секунды. 2 другие модификации основаны на 177-сильном трехцилиндровом турбомоторе объемом 1,5 литра. Мягкий гибрид дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, подключаемый гибрид электромотором, который доводит общую мощность до 258 лошадиных сил. Во втором случае он может преодолевать до 50 км в полностью электрическом режиме. Как итог, Geely Xingyu является одним из самых перспективных кроссоверов из Китая. Он получился вполне европейского качества, при этом обладая эффектным дизайном и богатым оснащением. Понятное дело, что гибриды недешевы. Если за базовый бензиновый Geely Xingyu в Китае просят $20 300, то гибридный E-Pro стоит минимум $26 200.
За модификацию с увеличенной батареей нужно отдать $29 300. На этом все. Спасибо, что были с нами. Не забывайте оставлять комментарии, оценивать наш труд и подписываться на наш канал.